добрейшего, прекраснейшего вот такого вот мальдивского утра. Наконец-то это случилось. Солнышко к нам пришло. У нас хорошая погодка. Мы, напоминаю, находимся в отеле Адаран Селект. Худхуран Фуши. Такое вот замысловатое название. Естественно, это Мальдивы. Вот, и сегодня у нас просто сказка. 2 дня у нас уже была плохая погода. Вот, я вам показываю в предыдущих видео, как все это выглядит. Но сегодня у нас просто райский остров будет. Сегодня я буду все показывать в таких красках, как оно есть и как и должно быть на Мальдивах, чем у нас всегда и происходит ассоциация. Это Мальдивы, солнышко, бирюзовый океан, Индийский. В общем, все увидим с вами. Давайте начинаем. Так, ну что, смотрите, первый день, если вы забыли взять с собой маску или ласты, заходите сюда на серф-станцию. На серф-станцию, на водный спорт. Да, и вам дадут маску, ласты, все, что хотите, это бесплатно. На время пользования, на время пребывания в отеле это все бесплатно, вы пользуетесь, потом просто сдаете и все. Так, ну что, кто смотрел предыдущие видео, когда не было у нас солнышка, когда были тучи? Смотрите, какая сейчас красота. Какого цвета песок, какого цвета Индийский океан. Да, смотрите, какой белый-белый. Это сейчас еще был дождь, его немножко прибило. Сейчас его взрыхлят, берут водоросли, вот их убирают потихонечку. Здесь немного водорослей. Не как в Доминикане, здесь другие, здесь просто обычные маленькие водоросляшки. Их убирают, и все, будет пляжик мягкий, чистый. Так, если кто вдруг не смотрел предыдущее видео, обязательно зайдите, посмотрите, и вы увидите Мальдивы без солнечной погоды, потому что когда вы сюда приедете, у вас действительно может быть или солнечная погода, или не солнечная, все-таки погода, ее не поменяешь. Вот, иногда бывает хмурые денечки, вы увидите, как здесь что происходит. Что, зайка моя? Вы посмотрите на видео, где мы нашли жемчужину. Жемчужины? Дюймайк, а может быть? Так, где нашли жемчужину? Мы вчера реально нашли огромную такую раковину. Поля думает, что там жемчужина. Может, она там и есть, кстати. Мы сейчас уже позавтракали. Завтрак был тоже в предыдущем видео. Сегодня у вас будет или обед, или ужин. Смотрите, вот так вот вы идете к виллам. И здесь очень приятно, что тут нет палящего солнца. То есть вот такая растительность, очень много растительности. Идешь. Хочешь по тенечку, хочешь вот как вот мы сейчас по пляжу шли, там более солнечно. И вот есть такие места. Смотрите, какая красотища, какие красивые пальмы. Море там у нас бирюзовое прослеживается, точнее океан Индийский. Вот, и мы вчера переехали в другую виллу. У нас остается также бич-вилла. Вот, я тоже вчера показывал. Ну и сегодня, может, тоже буду рассказывать, показывать. Уже при свете, может, вообще предыдущие видео все удалю. Потому что было хмуро. И ощущение Мальдив не было совершенно. Конечно, когда солнце, все воспринимается по-другому. Приехали мы вот сюда, потому что там у нас западная сторона, там ветерок дул, и солнышка не было, и хотелось солнца и тепла, вот, и мы сюда перебрались, здесь поменьше ветра. Вот у нас наша вилла, вот это вот будет 175 номер. Да, здесь, конечно, самое прикольное, это ванна. Вышел так, моешься прям под пальмами, под кокосами, под солнышком. Очень круто, реализовано все. Вот так вот это все выглядит, с навесиком. Тут пенечек такой для перехода, ну и еще душевая кабина. Смотрите, самое прикольное, что в этой вилле не только здесь нет ветра, но и здесь еще, смотрите, вот так вот раз вышел, проснулся и даже не сказал, что пошел на пляж, просто пошел в океан. Вот так вот взял полотенце, красотища.
вас ждет здесь. О, смотрите, просто. Кто смотрел предыдущие видео, сравнивайте, да, мне кажется, это небо и земля. Просто красота. Здесь же у нас уходит такая дорожка, это дорожка на Ocean Villa ведет. Оль, ну как, зайка? Класс? Красиво сегодня? Ух ты. Да, все-таки солнышко делает свое дело. И Мальдивы под солнцем выглядят просто безумно красиво. Все взяли вот так полотенчики, постелили. У вас здесь, смотрите, каждой вилле идут, ну, примерно ориентировочно свои шезлонги, да, то есть там 2 виллы, там несколько шезлонгов здесь стоят, получается, и пространство. Здесь хотите в тенечек, хотите под солнышко. Помимо шезлонгов вот здесь гамачок практически возле каждой виллы есть. Развалились, повалялись так под пальмочкой, под кустом. Никаких пихт-облепихт здесь нету, здесь другая жизнь. Все равно у нас будет пихты-облепихты. Захотел вот так вот сюда куда-нибудь поставил себе шезлонг, чтобы, знаете, и в тенечке лежать, и при этом в океане. И рыбки рядом с вами плавают. Красивейшие. Вот так вот, хоть маленькие, хоть большие. Здесь, смотрите, сначала мель такая небольшая, да? Вот так вот, смотрите как. И вот так вот идете. Здесь можно деток посадить, поиграть, самому поваляться. Смотрите, как прекраснейший вид. Да, кстати, получается, вы не ограничены своими шезлонгами. То есть это не просто ваши шезлонги. Ты можешь на самом деле пойти куда-нибудь в другое место, вот, поваляться в другом месте. Вчера в разных местах валялись. Ну, если, естественно, мне кажется, вы ляжете напротив виллы, и кто-то выйдет и скажет, как бы это наше, наверное, надо будет уступить. То, что мы сейчас вышли, нам кто-то здесь лежал, и сказали, sorry, это наше. Вот, ну, наверное, надо будет подвинуться как так. Ну, знаете, с этим проблем нет. Мы вчера вот где хотели, там останавливались, где хотели, там останавливались. Ни разу не было такого, что кто-то там что-то там сказал. То есть народ так просто рассасывается, наверное, по острову. Каждый находит себе местечко, и никто никому не мешает. Все, вот здесь зашли. И здесь уже дальше, смотрите, начинаются кораллы. Где-то кораллы, где-то водоросля есть, да, вот здесь у него тоже по пояс. Вот. Но обязательно, в любом случае, берите с собой кораллки, потому что даже я, привыкший к этим всем валунам, босиком, там ну, нереально плавать, я плавал. Можно ли поцарапаться, порезаться, все что угодно, некомфортно. То есть, если захотите встать, а там бывает, знаете, где вот плывешь, даже вот там дальше, может быть, уже по колено. И в кораллках вы просто встали. Если же вы, как и я, приехали без кораллок, а здесь они стоят почти там 35 или 40, или даже $48. Это очень дешево за какие-то простые, вернее, это очень дорого за обычные дешевые китайские кораллки. Я просто пошел, взял бесплатно ласты. Вчера взял маску, думал, ласты не нужны. Все, и в ластах плаваю, вообще супер. Зашел, здесь их одел, поплыл, где захотел, встал, польку на плечи посадил. Все, хорош болтать, давайте заряжайте этими океаническими эмоциями, вот этой всей красотой. И сейчас я вам еще сделаю погружение в океан. Сейчас возьму другую камеру, оденем чехол. И вот туда вот к рыбкам, вот смотрите, они здесь везде плавают. Там очень много рыбы. И даже кое-кто есть. Акулки здесь тоже плавают. Ну что, как вам погоня за акулами? Я с полькой на руке, ведро. Стоите за акулой, бегом, она за мной, видели, да, правда? На трифу акула не кусается, она просто где-то с польку получилось. Вот, класс. Как вам подводный мир, пишите. Он здесь везде разный, вот здесь побольше, там поменьше, где-то. Ну, в общем, берите прям этот, обязательно очки с собой берите, маску, кому что больше нравится. И плавайте, смотрите. Волны в обратную сторону идут к нам. Здесь потому что течение вот оттуда, с Индийского океана идет. То есть вот видите, волны, там отмель идет. И это идет волна. Вот здесь вот разговариваешь, а кто-то с тобой рядом плескается, какая-то рыбеха гигантская. Где она? Просто такие прыжки, как будто, я не знаю, акула на мель села.
Так, не договорил, оттуда идут волны, и они вот так вот гонят воду, и получается течение вот здесь вот, и вот этот волнорез, он так его немного огибает, и поэтому бывает иногда обратная волна, вот здесь мелкая. Ну, а так вот здесь волн нет, из-за того, что там волнорез тут гасит, то есть все ровно, спокойненько. И главное, красиво, да, и обязательно, Маш, лучше берите вот такие штуки, как у Польки. Я пожалел, что не взял. Вот, сейчас пойду мазаться. Ультрафиолетовый индекс очень сильный, даже с самого утра. Я еще не мазался, поэтому я уже могу гореть, пойду мазаться. А Польки, смотрите, как модно у нее кофточка, чтобы руки не сгорали. И вот здесь такая шапка, чтобы шея не сгорала. Очень классно, Жанна ей купила. Тоже себе такую надо купить. Чтобы шея не сгорала, то шея у меня все время сгорает. Поль, ты прям это в супер костюмчике. Молния у тебя тут есть. Так, ну вот и мы не сидим на месте. Пошли куда-нибудь в другое место полежать. А, смотрите, видите, здесь лужи такие белого цвета. Это вот утром, ночью шел дождь. И все. Прошел и высох. И как идешь, сухо, и в некоторых местах просто лужи. Смотри, здесь волейбольная площадочка. Можно в волейбольчик поиграть. Вот, это, кстати, не одна площадка, есть еще одна. И сейчас мы с вами пришли, ну, здесь буквально шагов, наверное, 50 от нашего номера, прям вон там вот наша вилла. И здесь уже бар. Я вам показывал в предыдущих видео. Я вообще не знаю, выйдут ли предыдущие видео или нет, потому что была хмурая погодка, не было всей вот этой красоты бирюзовой. То есть, ну, я буду сейчас еще раз вам снимать. Ну, если выйдут, то все равно вы сравните, как пасмурную погоду, как не пасмурную. Здесь, мне кажется, самое популярное местечко такое. И здесь очень мало шезлонгов. Приходится искать. Вот один нашел с большим-большим. Здесь же у нас в баре есть детокс-водичка. Вчера была с огурцом, сегодня с апельсинчиками, с мандаринчиками. Вот так вот, смотрите, как опа. Ну и помимо этого чаек, кофеек и куча разных напитков на любой вкус. Это алкогольные напиточки. Бакарди, пожалуйста, что хочешь, виски, What 69, любые. Чивес даже есть. И много еще чего вкусного. Полька на меня повисла. Мы зашли с Полькой купаться. Льет как из ведра, прям от больно. Просто такой эффект, его как из крана включается, включается, полило прям так. Погода очень прикольная. Дождь то идет, то нет. Вы прячется, мы в воде сидим. Кайфуем, тепло. Сзади фотографию. Так, погода на Мальдивах очень интересная. Только что светило солнце, мы пошли купаться. Пошел дождик, тучки пришли, вот те черненькие. Но вы знаете, как бывает, что плаваешь, купаешься, дождь, знаете, как краном включили, выключили, то солнце светит, то вот сейчас вот подул ветерочек, всех посносило, естественно, туда вот под навес. Но обычно это должно пройти быстро. Дождь прошел, настанет утро ясное. Смотрите, как цвет меняется, да, у воды. Так что был от одного цвета, теперь он совершенно другого. Но в воде очень классно. Заходишь, мы сейчас сколько даже ходить не хотели. Тепло, дождик идет, ничего страшного, купаешься. Просто супер. Дует сильный ветерок сейчас, смотрите как. Все попрятались туда в баре. Мы сейчас тоже спрячемся, пойдем чай пожуем там. Так, но мы тоже здесь спрятались. Здесь готовят много всяких вкусняшек, бургеры, кальмары, все, что хочешь. Рыбку даже жарят во фритюре. В общем, мы тоже здесь спрятались, набрали себе вкусняшек, кальмаров, картошечку фри, кучу ананасов. Кокосов? А, точно, да, это у нас кокос. Я все перепутал. Ну а погодка разбушевалась тут вообще, прям смотрите. О-хо-хо-хо, начинается веселая жизнь. Очень классно. Смотрите, там вообще уже ничего не видно, волны, барашки пошли. Камеру мне заливает тут потихоньку. Ну, вторая причина, почему мы поменяли виллу, потому что здесь нет ветра. Мы оттуда пришли сейчас. Все, здесь у нас ни ветра, ничего. И вот буквально 20 минут прошло, все, опять распогодилось, опять
солнышко. Здесь ветра вообще нету. Там черные тучки где-то вдалеке плавают. А у нас, смотрите, солнце. Все, нормально. Прихаживает. Бери, загорай, купайся. Делай все, что хочешь. Погода здесь меняется. Я говорю, дождь пошел. Через полчаса он прошел, и опять лето. Смотрите, какие тут вараши гуляют. Куда пошел ты? А пару слов для нашей газеты. Эй, ну ты, дружок. Так, ну что, сейчас давайте отправимся с вами на обед, посмотрим, чем тут кормит этот отель. Работает в системе все включено. Я бы даже сказал ультра, судя по напиткам. Там у нас ресепшн, там бассейн, там море, океан точнее. И вот здесь у нас с вами ресторан. Здесь же справа есть детская площадка. Горки, качели, лазилки разные. Также есть велики. Прокат, по-моему, $70 на неделю стоит. Можно арендовать. Ну, на самом деле, здесь весь остров вот так вот можно, наверное, обойти. Минут, наверное, за 30. Я думаю, так. Но по кругу вы не обойдетесь. Так вот, подойти там, где серфингом занимаются. Там вот как бы тупик такой, там нет прохода. И сделали. Заходим с вами в главный ресторан. Входим, мерить температуру, на самом деле первый раз. Плавках нельзя, купальник тоже. Смотрите, обед у нас с 12:30 до 2:30. Ужин с 7:30 вечера до 9:30, а завтрак с 7:30 до 9:30. В 9:30 заканчивается завтрак, это довольно-таки рано, поэтому долго не спите здесь. Здравствуйте, hello. Такая у нас зона ресторана, вот одна часть большая, вторая часть. Вот там вот и здесь вот раздаточные столы все. И вот здесь еще одно место, где можно посидеть. Мы вот здесь кушаем, если вдруг кто не смотрел. За каждым номером закрепляется свой стол. То есть у нас здесь номер 8 стол, и мы каждый раз здесь кушаем. Нас обслуживает один и тот же официант все время. Персонал очень культурный, очень вежливый, прям вообще класс. Приходишь, сразу тебе водичку наливают, потом просишь какие-то напитки любые, там пиво, вино, шампанское. Хотите, вам все подносят. Ну, очень культурный персонал, прям все тарелки забирают. Так, ну давайте начнем. Покажу вам этот обед. Я сказал, что все включено это. И это 4 звезды у нас отель. На самом деле есть питание даже лучше, чем во многих пятерках. Потому что это мальдивское все включено, это вам не Турция. Здесь все немножко по-другому. Смотрите, давайте с детского стола начнем. У детишек здесь наггетсы есть, пироженки. Здесь же попкорн вечером. Дети, пожалуйста, бери. Не хочу, все бесплатно. Эти роллы овощные. Куриные котлетки, а это я не знаю, что такое, это что-то типа мармелада. И еще вот такие вот эти есть даже сосиски. Так, здесь чай, кофе, пожалуйста, наливай. И вот оно все. Смотрите, сейчас уже практически конец обеда. Хорошо, народу немного. Вот, и поэтому спокойненько все посмотрим. Так, давайте посмотрим. Здесь вы берете тарелочки и дальше идете все накладывать. Тарелки только здесь. 2 супа. Это куриный супчик. И это крем-суп шпината. Вот так вот. Дальше идем, давайте по эту сторону начнем. На полу у нас песочек, поэтому можно и босиком ходить. Оливки, это у нас халапеньо. Здесь сырная нарезочка, сыры тоже все очень вкусно. Это что-то типа вяленых томатов, тоже очень вкусно. Ну еще какие-то такие, знаете, миксы легкие, можно насладиться. Так, здесь тоже сыр, овощной салатик, суши. Дальше пойдем, здесь у нас тоже салатик, здесь тоже салат с мясом. То есть, знаете, как, ну вот и Турция на холодный стол, какие-то салатики, да. Зеленый салат, вот здесь тоже мини-тарелочки такие, кто любит, можно взять. И вот видите, что-то закончилось, сразу поднесли, что типа греческого салата. Помидоры, потом тоже салат с картошкой. Огурцы где-то есть, я их видел, сейчас нету. Ну их тоже подносят, когда заканчивается. Булки, хлеб, тост можно пожарить, то есть выбрать себе ингредиент и в любую начиночку себе положить, хочешь лук, что-то. Смотрите, здесь жарят мясо, ламб. Сегодня это у нас баранина с косточкой, очень аппетитно пахнет. И мятный соус к ней идет сегодня. Hello! Hi. Так, здесь у нас рыбку обычно жарят, да? Гриль-фиш, тунца жарит и еще какую-то рыбу разную, такую все время, каждый день. Вот сегодня какая-то другая рыбка. Здесь у нас стол с макарошками, как мне написали. В комментариях: Женя, заканчивай свои макарошки. Нет, макарошки остаются, макарошки. Ладно, кто любит макароны, кто любит макарошки, можно назвать как угодно, от этого вкус не меняется. Выбирайте себе макароны или макарошки, добавляете себе что хотите, да, там мяско есть, колбаска есть.
Вот бекончик, овощи и все остальное, и вам жарят с соусом. Здесь сосиски у нас, смотрите, один вид сосисок, второй вид сосисок. И здесь еще лап, тоже из баранины, какие-то фрикадельчики или такие котлетки. Вот так, давайте с вами плавно перемещаемся дальше. Здесь у нас тоже еще овощной стол. И эта сторона у нас такая, знаете, как более азиатская идет, да. Здесь у нас чили, да. Здесь у нас тоже заправка миксит, да, что-то там такое. В общем, перечислять так все не буду, да, вы разглядываете. В общем, разные соуса. Я потихоньку беру, все пробую. Что-то вкусное, что-то остренькое, да, все на любителя. Морковка, лимон, помидоры. И вот это пророщенное что-то пшеница, пророщенное тоже очень вкусно. Перец, да, но здесь каждый раз что-то все меняется. Что-то новенькое говорят. Это морковка, типа как наш корейский, тоже очень вкусная. Вот эти заправки тоже на самом деле все стоит брать. Шри-ланкийская даже, по-моему, здесь кухня, да, считается. Вот. И все надо брать, все бывает вкусно. Здесь у нас рис отварной. Так, давайте дальше перемещаемся. Здесь у нас непонятно что, да, вот дал фрай. Не знаю, что это такое, да, но здесь, видимо, такая местная кухня. Это алу мити, картошечка с чем-то. Вот это у нас нан, это лепешка. То есть ее обмазывают маслицем, вот так вот, смотрите, с солью. Это вот как на Гуа, я когда был, там был всегда такая любимая у меня блюдо, чиз гарлик нан, да, то есть лепешка с сыром, чесночком, очень вкусно, кстати, здесь без чесночка. Вот, просто солью, может быть, немножко масла, но очень вкусные лепешки. Так, здесь кади пакода, не знаю тоже, что такое, если кто знает, обязательно в комментариях пишите. Здесь фуд масала. Да, вот, смотрите, нам показывают, как готовят лепешку. Вот оттуда ее достают из тандыра. Ох, прям жаровня. И вот так вот режет и делает. Вот. И персонал, видите, какой очень такой доброжелюбный, да, все улыбаются. Все доброжелательные. Здесь у нас, так, да, это у нас крабы. Крабы бывают жареные, бывают вареные, бывают вот с каким-то, видите, добавками. Вот. Ну, вкусненько можно поесть. Здесь у нас яйца жареные, смотрите, как необычное блюдо. Жареные яйца. Тава ик масала. Если кто знает все вот эти блюда, да, кто у нас гурманы, разбирайтесь в комментарии, спускайтесь, напишите там, а мы остальные все зрители тоже спустимся, почитаем, может даже как форум там разворачивать, вот, и прям общаться, делиться полезными советами и всем остальным. Так, здесь у нас непонятно, что такое. Тандури чикен, курочка должна быть тандури, но закончилась. Это у нас пападам. Это что-то типа лепешка. Один раз я пробовал, такая рыбная лепешка, но очень вкусная, прям то ли из рыбы, то есть в общем все время тоже меняется. Так, здесь у нас халва какая-то написана, да? Pineapple, ананасовая халва. Так, это уже на что-то, наверное, из сладкого пошло, да? Это carrot халва. В общем, надо пробовать. Вот отсюда, честно, еще ничего не пробовал. Вот, но если кто хочет, может попробовать. Так, возвращаемся с вами дальше и идем. Там еще дальше у нас есть что посмотреть и покушать. Так, вот мы с вами подходим, вот оттуда мы начинали. Здесь у нас, смотрите, мороженое. Оп, открываешь, набираешь. Да, здесь все можно самим набирать, да, то есть вот то, что горячее там они сами накладывают. Здесь вы сами все набираете. Вот, все, что хотите. Здесь хот шоколад пудинг, горячий шоколад пудинг. Это у нас такой сладкий стоп. Смотрите, ананасы очень вкусные, очень сладкие. Вообще я прям ем утром и вечером прям постоянно. Это у нас, забыл как называется, сейчас попозже вспомню, скажу. В общем, торты, папайя, по-моему, нет? Нет, какой-то другой фрукт. Забыл. Здесь у нас тоже непонятный фрукт. Здесь нету указателей. Вот, я что-то честно позабыл, как они называются. Здесь просто и манго бывает, и нет, вот это кто знает, как называется, забыл. Попозже вспомню, скажу, на языке крутится. Арбузы, то есть видите по форме, они были небольшие, тоже очень вкусные. Тоже пирожные и мандаришки, яблоки. Здесь у нас вот такие баночки есть, десертные, тоже очень вкусные, я пробовал тоже. Все, здесь будете, берите, пробуйте. Фруктовый салат. И здесь как бы дублируется то, что с той стороны тоже пирожные, папайя, и там у нас еще манго. Вот. Чередуются яблоки целые, яблоки нарезаны. Тоже здесь стол у нас с этими, с булками. Хлеб, пожалуйста. Это вот с другой стороны, где суп начинает. И вот здесь у нас еще стол. Вот здесь жарят овощи. То мясо добавляют, то курочку, то рыбу. Вот так вот это выглядит. Есть картошка. Так, давайте дальше. Здесь у нас пумпкин, непонятно, что написано. В общем, что-то с чем-то, что-то типа картошка. Кто знает, вот сейчас ставьте на паузу.
Смотрите, здесь курочка у нас с овощами. Так, здесь тоже овощи с лапшой, нудл. И здесь у нас с вами курочка с рисом. Можно курица, как вам больше нравится. И здесь просто рис. Все, вот такой вот шведский стол. Вода тоже, еще раз, кофе, чай, если хотите. Жмите паузу, пишите, как вам шведский стол. Мне кажется, вообще отличный. На ужин, естественно, ассортимент такой меняется. У меня тоже, каждый, наверное, следующий день. Все видео в плейлисте, вы уже знаете. Все, друзья, всем приятного аппетита. Я пошел кушать, сейчас скоро обед заканчивается. Останусь голодным, как всегда. Сначала контент, потом кушаю сам. Я себе взял супчик, очень, кстати, вкусный. Даже прям можно и деткам, и Польке тоже принесли. Курочку, овощи такой, знаете, без специй, все положено. И себе баранину взял. Еще, кстати, такую рыбку нашел, что-то типа угря там похоже. Так, ну слушай, все очень вкусно было, прям баранинка. Обалденно. Пришел за манго еще, так что Жанна взяла очень вкусная манго. И папайя вот эта, которую я забыл, как называется, тоже очень вкусно, тоже каждый день ем. Так, ну сейчас после обеда пойдем прогуляемся вот сюда, на серф-станцию. В спа так и не зашли. Чего-то прям совсем не хочется. Смотря даже и на хмурую погоду, и на хорошую погоду. Так, в общем, ходил сейчас, узнавал по поводу серфинга. Надо брать 3 урока. Ну и то непонятно, что будет после этих 3 уроков, смогу я покататься или нет, потому что здесь кататься точно нельзя будет, да, то есть надо закончить 3 урока, потом где-то здесь еще купить сертификат специальный, да, и тогда можно здесь самостоятельно кататься, потому что здесь такой считается хард местечко, то есть жесткое, то есть там прям рифы, если так упадешь, можно, ну, грохнуться, только здесь профессионалы могут купаться. И после этих 3 уроков тебя должны возить куда-то на другой остров. Там более легкая волна, да, но не волна, а более легкое место, да, там. И там можно начинающим кататься. То есть, несмотря на мой опыт там на вейк-серфе, на всех остальных, там на кайт-серфе, вот, все равно здесь кататься нельзя. Поэтому, в общем, непонятно. Получается, можно 3 занятия так отзаниматься, а потом неизвестно, может быть, он будет доплачивать за то, что туда тебя возили. В любом случае, надо будет, чтобы туда возили, как-то это решать. В общем, непонятки какие-то, и с погодой тоже непонятно, еще пока сложил этот вопрос. Конечно, очень хочется научиться кататься на серфинге. Погодка дает шороху, опять полило, мы даже сейчас до номера не успеем добежать, где-нибудь будем прятаться. Смотрите, как полило. Так, смотрите, мы сейчас к нам вернулись, дождя опять нету. Помните, как здесь утром было? Вот здесь была вода. Вот сейчас вот такой вот отлив. Все, где мы плавали, где ходили вот здесь, уже воды нету. И там где-то вдалеке даже громыхает гром. Смотрите, сколько воды, да, отлило. Так вот. И поэтому они и каяки все вот эти бесплатно дают. Каяк, сапсерф. Тоже бесплатно, но они по времени. Они говорят, вот сейчас можно, там в течение такого-то времени можно, потом уже нельзя. Вот, то есть они учитывают отлив, прилив, потому что можно так поплыть и где-нибудь на кораллах засесть. Пуся привязала камень. Поля, а мы здесь плавали утром, помнишь? Да. Здесь вода была, и сейчас отлив. Я не знаю, как вам сейчас видно, нет? Но у меня все красное. И это я где-то час на солнце был утром и не помазался. То есть я вот так вот обгорел. Если бы погода не испортилась, я бы дальше, наверное, вообще бы загорел как раз. Но плечи у меня красные, я Польку на шею посадил. У меня прям все болит уже. Представляете, это утром за час. То есть надо сразу мазаться, либо майки все это одевать, как я и рекомендовал, но сам вот пренебрег правилами и немножко обгорел. Но не сильно, слава богу. Нашли здесь Полька вот такую красивую ракушку. Прям на мели лежала. Покажи поближе, на ладошку. Такая красивая. У нас прям зооуголок, смотрите. Бегают крабы. Че ты боишься-то? Это тебя есть не мыть, смотри. Да сколько. Коль, только не трогай, смотри. Мальдивы, которые мы заслужили. Кто плохо себя вел весь год, тот и загорает под зонтом. Да, Поль? Куда пропало наше солнце? Кто его украл? Дождь. Дождь? Ну ничего. Зато все равно у нас релакс. Да, Поль? У нас релакс?
Когда бы мы еще бы так покачались под зонтом, на гамаке, да еще и на Мальдивах. Дождем. Дождик как раз на меня капает, потому что у меня зонта нету. Смотрите, они здесь каждый день пополняют водичку, соки. Да, мини-бар здесь также. Молоко 2 штуки, кола, фанта, не кола, швепс. Что там еще и спрайт, это колбаса наша, несъеденная, с собой привезла вашу. И 4 банки пенного кладут каждый день, если Где надо. колбаса? Дайте мне колбасу. Дома-то есть. Даже кофемашина, кофе в капсулах, то вдруг кто не видит. Чайный набор, чай, кофе, чайник. Вот. Вот так вот выглядит наш номер. Сколько же тут разных цветов на Мальдивах. Смотрите, сейчас опять подлив случился. Шутка, прилив, конечно. Посмотрите, какой цвет просто. Вообще здесь один, там другой. Вообще, кажется, смотрите, кстати, прям видно, как приливает вода. Видите, идет волна. Вот так увеличивается тут уровень океана, повышается. Смотрите, там вообще другой цвет. Просто посмотрите, какие оттенки. Офигеть. Здесь вообще без музыки надо, прям релакс, вот такой вот прям атмосфера настоящая. Да, вот так мы гуляем же, все так закат. Кстати, закат с другой стороны, это просто так отсвечивает небо. Там заката сейчас нет. А здесь у нас, смотрите, надвигается. Камера начинает высветлять, отрабатывает. Здесь нафта все стоит. А то на самом деле такая чернота идет. Так, вот сейчас прям совсем ручные настройки выставил. Смотрите, какое черное небо надвигается. Сейчас ливанет. Ох, ливанет сейчас. Смотрите, как потемнело. Ой, я даже пробежал свой номер и полило. Так, у нас уже ужин. Ужин я встану завтра. Другой денек, как и обещал. Но хочу сказать, что сегодня, смотрите, дают свинину. Каждый день дают в разном виде. Это не свинина, точнее, свинина у меня вот здесь рядышком. Вот большие куски, это говядина. Стейки очень вкусные, прям мягкие, прям шикарные, вообще просто супер. И хотел сказать, что еще здесь есть свинина, хоть это мусульманская страна, но здесь готовят свинину, и каждый день она в разном виде есть. То есть приятного всем аппетита, естественно. Под говядинку красненького бокальчика. Это тоже неплохое вино, шампанское, тоже ничего. Вот. Персонал мне прям очень нравится. И вот мы прям стараемся здесь оставлять чаевые. Настоящая мечта. Многие, да, спрашивают, сколько оставлять. Слушай, ну мы где-то по доллару оставляем, вот так вот, когда там не больше ресторан, стараемся оставлять. Вот сейчас я забываю последний, потом побольше оставлю сразу за несколько дней. Пишите, сколько вы оставляете. Чаевые оставляете или вообще. Нет, ребят, я вам завтра ужин не скажу. Завтра мы уезжаем на другой остров. Здесь предлагают ужин на другом острове, и мы поедем. У нас 175. Лобстер будет. Что-то красиво все на краю будет. Наряжено, украшено. Поедем посмотрим, но потом ужин ем. Нам уже не первый день предлагают, мы думали, да, в одном видео вы видели, я про это говорил, и мы решили поехать. 100, по-моему, с чем-то долларов на двоих, прям бесплатно. Так, ну что, как вам кадры с акулами? Пустил камеру на штативе, поснимал их. Взяли с собой курицу.
А до этого все, кто были, кормили тунцом. Тунца не было, сейчас мы ходили, после ужина взяли. И кормили курицей. А они, мне кажется, ее полюбили больше, чем тунца. Прям так активно сплылись. Как вам кадры, пишите. И смотрите, здесь, как я говорил, есть экскурсии, да, бесплатные. Вот дельфином, сансет, еще какая-то. Вот мы сейчас пришли записаться. Оказывается, не каждый день они уходят, эти экскурсии, да, то есть вот 3 число, там 4, у нас получилось только записаться на одну, потому что вот Sunset круиз только уже в тот день, когда мы улетаем. Уезжаем отсюда на корабле, на катере, то есть мы уже не успеваем. Поэтому стражи, когда приехали, вот здесь вот сразу же берете, вот когда вы только приехали, даже регистрировались, пока есть время, пока там раздали бумажки, подошли и здесь записались. Хотя нет, когда номера вам раздали, здесь нам номер записан. Все, здесь записались сразу бесплатно. Есть еще платная экскурсия Субмарина вот такая. Вот мы записались на дельфина, на Sunset мы не успели. И еще какая-то третья экскурсия была. Снорклинг был. Вечером у нас тут опять мероприятие, но сегодня не так весело, как вчера. Потому что мы сегодня не танцуем с Колькой, мы сегодня играем. Но так тоже весело очень. Хотя это я зря, смотрите, народ на танцпол уже подтягивается. У нас здесь в поле яйца светящиеся и экибаны. А Жанна там танцует, танцульки. Но мы сейчас тоже с Колькой пойдем. Да, Зай? Но когда вы приходите домой вечерком после дискотеки, здесь, смотрите, аккуратно складывают вот так вот кровати, все застилают, вещички раскладывают. Это называется подготовка ко А в сну. самолете вам будут давать вот такие... В самолете вам будут... Детям будут давать вот такие разукрашки. Да, Польке дали разукрашку, он показывает. В первом видео очень приходит и готовит ко сну, представляете? Все вот так вот готовят, дверь закрывают, там закрывают. Здесь все, чтобы вы пришли и вот так вот релакс был. Представляете, какой сервис, да? Все, друзья, как всегда, изучайте маленьких мелочей, заряжайтесь солнцем, морем, пальмами, пихтами, блюпихтами, вкусняшками, танцульками, океанами, если есть возможность. Путешествуйте, конечно же. Огромного всем удачи и пока.